Крошечная спасенная медведица из Северной Осетии по имени Дынька подружилась с арбузиком. Напомним, что недавно маленького осиротевшего медвежонка обнаружили в Северной Осетии, который сидел в заброшенном дворе в дровянике и только кричал. Пойдя за людьми, она чуть не утонула в горной реке. После этого ее вытащили и забрали к себе волонтеры, которые обеспечили ей необходимый уход и безопасность на первое время. Они обратились к нам с просьбой о помощи для такого крошечного медвежонка, который нуждается в очень специфичном уходе и необходимом питании. Мы не смогли отказать этой нуждающейся душе. И вот сейчас, спустя непродолжительное время, Дынька является счастливым медвежонком, который ест кашу, отталкивает задней лапой собаку своего друга, с которым наконец-таки она подружилась, и все у них хорошо. Благодаря арбузику эмоциональное состояние Дыньки улучшилось, и, следовательно, ее физическое состояние и здоровье тоже пошло на огромное улучшение. У Дыньки больше нет сильнейшей диареи. Ее другие проблемы со здоровьем тоже уже практически не дают о себе знать. Все чаще эта маленькая медведица, которая ранее только кричала, сейчас все больше играет и, несомненно, радуется жизни со своим другом. Дынька чувствует в арбузике огромную поддержку и безопасность. В любой непонятной ситуации она подходит, прячется за него и контролирует все происходящее из-за его спины. Арбузик, в свою очередь, даже позволяет ей ковыряться у него в миске, стоять на его корме, потому что ей разрешено все. Видите ли, принцесса. Когда арбузик жил с другими щенками, он охранял свою миску, был довольно-таки агрессивным. А здесь, видимо, он понимает, что Дынька — это маленький слабый медвежонок, он намного крупнее ее. И, как вы видите, она сидит и хрустит. Друзья, мы приняли решение привести к нашей малышке-медведице друга. Сейчас у нас в парке живет, помимо взрослых охранных собак, еще 3 щенка. 2 немецкие овчарки и 1 кавказская овчарка. И как вы сейчас слышите, на фоне очень неприятные звуки. Малышка-медведица сильно кричит. Мы сегодня практически всю ночь сидели с ней, чтобы она успокоилась. И только к 4 часам утра мы смогли уйти, когда она совсем крепко уснула. И сейчас она опять кричит. Чего лучше быть и не может, чем привести ей друга. Посмотрим сейчас, как они будут знакомиться, посмотрим, как сейчас у них произойдет первая встреча. Будем очень надеяться, что они друг другу понравятся. И однозначно жизнь обоих станет веселее, насыщеннее и интереснее. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Скажи так, что-то похожее на меня, по-моему, пришло. Изначально Дынька очень испугалась собаку, она не поняла, что это вообще такое и зачем ей это нужно, почему оно появилось у нее в домике. Но спустя непродолжительное время она смирилась с тем, что какой-то сосед незваный теперь рядом имеется, но все же с недоверием поглядывала на него, потому что вообще не понимает, что это такое. Пошла за помощью к своему другу, игрушечному медведю, ну а потом пошла за помощью к людям, которые за ней ухаживают. Положа лапу на голову, стала немножко поувереннее, конечно, стало получше, но потом все-таки испугалась и спряталась. Дынька и арбузик вышли на прогулку. Конечно же, эмоций у наших малышей было через край. Мы без этого были уверены в удивительной дружбе арбузика и Дыньки, но на прогулке мы в этом убедились лишний раз. Они очень близки, всегда находятся рядом и являются поддержкой друг для друга. Спустя несколько километров хождения по полям мы наткнулись на просторное озеро. Полюбовались на него, постояли, посмотрели, какая красота, и пошли в лес. Но перед этим договорились туда же вернуться. Дынька, увидев деревья и понимая, что для чего-то в этом мире у нее существуют когти, решила полезть на дерево. Арбузик недоумевал, почему он не может повторить то же самое за ней, и постоянно контролировал ее, чтобы не произошло ничего нехорошего. Эмоции у Дыньки, собственно, как и у нас, было через край. Каждый раз она старалась залезть как можно выше на деревья, но пока что сила притяжения работает не в ее пользу. Периодически она принимала решение, когда было лень слезать, что пора чебурахнуться, а потом с видом, будто ничего не произошло, залезала на все новые деревья. Друзья, вы только посмотрите, какой насыщенной жизнью живет этот маленький спасенный медвежонок из Северной Осетии, у которого, казалось бы, не было никаких перспектив жить. Так как мы обещали Дыньке и арбузику вернуться на это озеро,
Мы вернулись. Дынька подбежала, докопалась до арбузика и позвала его с собой посмотреть, как же классно она умеет плавать. И впервые здесь она идет в заплыв. Видно, что в моменте она растерялась, когда ушла на глубину, но взяла себя в лапы и продолжила плыть. Мы, конечно, за нее переживали, но очень порадовались, что она приняла такое очень взрослое и серьезное решение проплыть самой, выйти и потом снова уйти в небольшой заплыв. Арбузик однозначно удивлялся все больше и больше этой женщине, с которой он живет. Но несмотря на то, что в большом озере она проплывала довольно-таки неплохие для ее размера расстояния, она испугалась небольшой речки, небольшого ручейка, который очень похож на то место, где она в Северной Осетии чуть не утонула. Она вернулась за помощью, и пошли-ка мы вместе. Пришлось ей показывать, объяснять что вот я прошел, все хорошо, пожалуйста, не переживай, наша дорогая. Это действительно ей помогло, она смогла решиться и перейти через вот это, казалось бы, небольшое пространство, и довольно счастливая побежала дальше совместно с арбузиком по своим делам. Ну а здесь наша несколькочасовая прогулка подходит к концу, и мы возвращаемся потихоньку домой. Несмотря на то, что Дынька с арбузиком отвлеклись на рядом находящийся куст и бабочек, которые на нем сидели, они решили догнать нас, потому что все-таки эти двуногие дают им вкусную кашу и обеспечивают им безопасность. Ну а они нас, в свою очередь, делают намного счастливее. Наши любимые Дынька и Арбузик снова пошли на прогулку. Наблюдать за тем, как эти два малыша являются целой вселенной друг для друга, это, конечно, чудеса. У Дыньки сейчас новое требование – на прогулку брать с собой перекус. Но мы поспорить с ней, конечно же, не можем. Несмотря на то, что наша малышка становится все увереннее, но от Арбузика она все равно очень сильно зависит. Если вспомнить, в каком плохом состоянии была Дынька и как сильно кричала она, когда не было Арбузика, можно подумать, что это два разных медведя. Ну а здесь нужно понюхать цветы и бежать дальше. По дороге была найдена река. Ну и, конечно же, Дынька не смогла ее пропустить. Обратите внимание, как она залетает буквально в воду с берега, вытягивая задние лапки и максимально радуясь жизни. Арбузик контролирует Дыньку во всем, несмотря на то, что она кажется такой самостоятельной, но очень сильно от него зависит. Здесь он явно не планировал падать в воду, но обрыв берега решил по-другому, и ему пришлось немного искупаться. Тут Дынька попросила еще разочек искупаться, а потом пойдем дальше в лес. Малышка все меньше боится глубины, потому что там, где она плавает, достаточно глубоко. Ну и потребовала, конечно же, еще раз искупаться, потому что, видите ли, это очень весело. Дынька безумно зависит от Арбузика и немного совсем от нас. Далеко она не отплывает, потому что пытается всегда все равно контролировать, насколько мы рядом и насколько все в безопасности. Арбузик тоже всегда фиксирует ее в поле зрения. Ну и, как вы понимаете, конечно же, обещание она не сдержала и поплыла еще раз и еще несколько раз, потому что ребенок счастлив. Ну, а мы и не против. Каждый раз, когда мы видим эту волшебную пару, мы удивляемся, насколько же они уникальны. Как они сдружились, несмотря на то, что это два абсолютно разных вида животных, и они стали настолько близки. Поковыряться в грязи – это, конечно же, обязательное условие прогулки. Иначе прогулка не будет считаться завершенной. Ну а после того, как она наковырялась в грязи, сказала, что не хочу ни в какой лес, и решили они побежать домой. Поэтому, друзья, поздравляем вас. Сегодня вы снова провели время с вашими любимыми Дынькой и Арбузиком. Там, где солнце играет в листве, двое друзей в зеленой траве. Медвежонок, пушистый черный нос, и щенок-кавказец вообще не вопрос. О, это дружба, радость и свет, мягкие лапки, лучше их нет. Вместе в горе и в добрый час солнце с улыбкой сияет для нас. Дынька с Арбузиком вместе всегда, сказка о дружбе на все времена.
Щенок, может, мал, неуклюж порой, но как братишка за дыньку